Александр Петрович всегда считал себя счастливчиком. У него была прекрасная семья, любящая жена Елена, с которой они прожили в браке почти 25 лет, и двое замечательных детей, сын Максим и дочь Анна. Успешная карьера в крупной компании обеспечивала семью всем необходимым, позволяя жить в достатке и планировать безбедное будущее. Но в один момент все изменилось. На корпоративной вечеринке Александр познакомился с Кирой, молодой, энергичной сотрудницей отдела маркетинга. Ей было всего 23 года, она только начинала свой профессиональный путь, но уже излучала амбиции и жажду жизни. Контраст между юной, полной энтузиазма Кирой и его привычной семейной жизнью поразил Александра. Сначала это были невинные разговоры во время обеденных перерывов, затем совместные проекты, требующие задержек допоздна в офисе. Александр чувствовал, как оживает рядом с Кирой, как возвращается ощущение молодости и беззаботности. Он начал врать Елене о сверхурочной работе, пропускать семейные ужины и выходные с детьми. Елена чувствовала, что что-то не так. Она пыталась поговорить с мужем, понять, что происходит, но Александр отмахивался, ссылаясь на усталость и стресс на работе. Дети тоже заметили изменения в отце. Он стал раздражительным, часто пропадал, а когда был дома, казалось, что мыслями он где-то далеко. Спустя полгода Александр не выдержал. После очередной ссоры с Еленой он собрал вещи и ушел из дома, оставив ошеломленную семью. Он снял квартиру и начал жить с Кирой, погрузившись в водоворот новых ощущений и эмоций. Первое время Александр чувствовал себя помолодевшим на 20 лет. Кира вдохновляла его, они путешествовали, посещали модные рестораны и клубы. Он даже начал заниматься спортом, чтобы соответствовать энергии своей молодой возлюбленной. Но постепенно эйфория начала проходить. Александр стал замечать, как много у них с Кирой различий. Ее интересы казались ему поверхностными, а темы для разговоров – слишком простыми. Он скучал по глубоким беседам с Еленой, по уютным семейным вечерам. Но гордость не позволяла ему признать ошибку. Тем временем, его отношения с детьми становились все более напряженными. Максим, которому было 20 лет, категорически отказывался общаться с отцом, считая его предателем. Анна, 16-летняя школьница, пыталась сохранить отношения с папой, но каждая их встреча заканчивалась слезами и обидами. Прошло 2 года. Александру исполнилось 50 лет, и он начал замечать, что здоровье уже не то. Сначала это были небольшие недомогания, головные боли, усталость. Но однажды утром он проснулся с острой болью в груди. Кира вызвала скорую, и Александра госпитализировали с подозрением на инфаркт. Диагноз оказался серьезным. Помимо проблем с сердцем, врачи обнаружили у Александра онкологическое заболевание на ранней стадии. Требовалось длительное и дорогостоящее лечение. Александр был вынужден уйти с работы, сосредоточившись на борьбе с болезнью. Кира поначалу пыталась поддерживать Александра, но постепенно начала отдаляться. Ей было сложно смириться с тем, что вместо веселых вечеринок и путешествий теперь нужно проводить время в больницах. Финансовое положение ухудшалось, сбережения таяли на глазах, а лечение требовало все больше средств. Через полгода Кира не выдержала. После очередного разговора о необходимости продать машину для оплаты следующего курса химиотерапии, она собрала вещи и ушла, оставив Александра одного в съемной квартире, измученного болезнью и отчаянием. Александр оказался в полном одиночестве. Друзья, которые поначалу поддерживали его, постепенно отдалились, не в силах постоянно помогать финансово и морально. Он не решался обратиться к детям, понимая, сколько боли им причинил. В один из самых тяжелых дней, когда Александр лежал в больнице после очередной процедуры, не зная, как оплатить следующий счет, в палату вошла Елена.
Он не мог поверить своим глазам. Она села рядом с его кроватью и взяла его за руку. «Анна рассказала мне о твоем состоянии», – тихо сказала Елена. «Я знаю, между нами многое произошло, но я не могу оставить тебя одного в такой ситуации». Александр не мог сдержать слез. Он начал извиняться, пытаясь объяснить, как сильно сожалеет о своих поступках, но Елена остановила его. «Сейчас не время для этого», – сказала она. «Давай сосредоточимся на твоем выздоровлении». С этого дня жизнь Александра изменилась. Елена взяла на себя заботу о его лечении. Она продала свою квартиру, чтобы оплатить дорогостоящие процедуры и лекарства. Каждый день она приходила в больницу, приносила домашнюю еду, читала ему книги и просто держала за руку в самые тяжелые моменты. Постепенно Александр начал идти на поправку. Врачи говорили о чуде, видя, как быстро он реагирует на лечение. Но Александр знал, что настоящим чудом была Елена и ее неиссякаемая любовь и поддержка. За время болезни Александр многое переосмыслил. Он понял, какую огромную ошибку совершил, оставив свою семью. Он увидел истинную ценность отношений, построенных на взаимном уважении, понимании и годах совместной жизни. Когда Александра выписали из больницы, он попросил Елену дать ему шанс все исправить. Она согласилась, но поставила условия: им нужно начать все сначала, шаг за шагом, восстанавливая доверие и близость. Они сняли небольшую квартиру и начали жить вместе. Александр, все еще слабый после болезни, старался помогать по дому, готовил для Елены, когда она уставшая возвращалась с работы. Они много разговаривали, вспоминая счастливые моменты их совместной жизни и обсуждая ошибки прошлого. Постепенно начали налаживаться отношения с детьми. Максим, видя искреннее раскаяние отца и самоотверженность матери, смягчился и начал изредка навещать родителей. Анна, которая всегда верила в воссоединение семьи, с радостью проводила с ними выходные. Прошел год. Здоровье Александра значительно улучшилось, врачи говорили о полной ремиссии. Он нашел новую работу, менее напряженную, но позволяющую ему чувствовать себя полезным и обеспечивать семью. Елена расцвела, словно сбросив груз прошлых обид. В день их 30-й годовщины свадьбы, которую они решили отметить, несмотря на годы разлуки, Александр встал на одно колено перед Еленой и попросил ее руки, как будто они снова были молодыми и влюбленными. Со слезами на глазах она согласилась, и они обменялись новыми обручальными кольцами в присутствии своих детей и близких друзей. Эта история научила Александра, что настоящая любовь не измеряется страстью или новизной ощущений. Она проявляется в готовности быть рядом в самые трудные моменты, в способности прощать и в желании работать над отношениями каждый день. Он понял, что счастье было рядом с ним все это время, и поклялся больше никогда не принимать его как должное. Теперь, спустя несколько лет, Александр и Елена наслаждаются спокойной семейной жизнью. Они часто проводят время с детьми и внуками, путешествуют и просто радуются каждому дню, проведенному вместе. Их история стала примером для многих знакомых, показывая, что любовь и прощение способны преодолеть любые испытания. Александр часто думает о том, через что им пришлось пройти, и каждый раз благодарит судьбу за второй шанс. Он знает, что не заслуживал такого великодушия от Елены, но обещает себе каждый день доказывать, что ее вера в него не была напрасной. Их история – это не просто рассказ о любви, потерянной и вновь обретенной. Это повествование о силе человеческого духа, о способности меняться и расти, о важности семьи и о том, что настоящая любовь может пережить даже самые суровые испытания, если оба готовы бороться за нее.